Всем привет! Вы на канале Лейсан и главные новости туризма. В Турции выросла стоимость аренды квартир. Можно ли снять жилье сейчас и сколько это будет стоить? На фоне истории некоторых туристов, которые не планируют возвращаться после отдыха на родину, появились сообщения о том, что снять квартиру на популярных турецких курортах сейчас просто невозможно. То есть очень сильно выросли цены. Но цены на жилье можно смотреть на сайте Airbnb. Сервис этот не принимает российские карты, но выход всегда можно найти. Также удобно искать квартиры на сайтах Sahipin'de, Hepsiemlak, Emlakjet. Арендовать разрешают как на пару дней, так и на год. Что же касается стоимости, раньше, например, удавалось арендовать трехкомнатную квартиру в элитном районе в 3 километрах от моря менее чем за 3000 лир. Сейчас минимальная стоимость 18 тысяч лир, это около 57 тысяч рублей. Сейчас рост стоимости связан не только с ажиотажным спросом, в большей степени с инфляцией. В августе она составила около 80% в годовом исчислении. Если смотреть на цены в валюте, то однокомнатную квартиру в Алании можно снять как за $600 в месяц, так и дороже. В Даламане, например, $369 в месяц и выше. В Мармарисе цены начинаются от $400 и не имеют границ. Сроки аренды, по словам источников, можно обсуждать индивидуально, но некоторые туристы утверждают, что одним из условий проживания для граждан Российской Федерации является длительная аренда минимум на полгода и полная оплата сразу. Но, конечно же, здесь, как и в любых других случаях, можно попробовать договориться с владельцем жилья. Но за последние пару дней стоимость аренды квартир не изменилась в большую сторону. Также хочу напомнить, квартиросъемщики могут подать документы на туристический ВНЖ в Турции и находиться в стране без необходимости выезжать в течение срока аренды. Поделитесь своим мнением, жду ваших комментариев, подписывайтесь. До встречи, пока.